Кто смотрит Netflix хотя бы один раз, видел, наверное, постер сериала «Однажды...» Нет, «Эмили в Париже». И очень интересно, что сперва он снимался в Париже, потом он сейчас снимается в Италии. Весь сериал про женщину, которая хочет пробиться ну, вперед, повыше, по-разному. Но во всей истории все равно идет параллельно личная жизнь. То есть показывается ее карьера достаточно детально, но и параллельно показывается достаточно личная жизнь. И про то, насколько человек спонтанно как-то входит в отношения, то есть встречаются люди, она начинает потом искать какую-то искренность, потом думает, что находит, и смотря на то, что да, у меня, наверное, все-таки искренние чувства, я потерплю то, что у него хорошие отношения с бывшей еще, и там дети должны родиться. То есть сценарий очень такой интересный, что она то принимает какие-то непонятные ситуации, то хочет быть значимой, то принимает то, что она может быть немножко во второй роли. И мне кажется, все-таки здесь связано ее материальное состояние и то, как она зарабатывает, потому что ее директор на тот момент, женщина достаточно такого, ну, не молодая, скажем. У нее есть муж, и она еще потом умудряется, то есть относиться спокойно к тому, чтобы муж, например, во Франции, а еще парень, который появляется в Италии. И для нее это не столь травматично, потому что она достаточно может обеспечить себя саму, и она проходит через многое на уровне своей работы, то есть она больше концентрируется на работу, чтобы ее личная жизнь ее не затрагивала настолько, чтобы это влияло на ее внутреннее состояние, на то, на какой волне она находится. Очень интересный был момент, когда подруга ее спрашивает: «О, ты в Италии, и так поменялась, ты немножко другая», и она этим наслаждается. Потом случается какая-то ситуация, в которой не какая-то ситуация, а именно ситуация, которая связана была с бывшим партнером, и она меняется. На следующий день опять подруга говорит: «Ты опять не такая, как вот новая, та, что в Италии, а как будто бы вернули ту, что во Франции». И все, что мы проживаем, мы тащим с собой, куда мы бы ни пошли, нет разницы. И поэтому, когда у нее какие-то прошлые переживания возобновляются, или же с новым партнером ощущается то, что было до этого, это все также пробуждается, несмотря на то, что меняется партнер, несмотря на то, что меняется город, даже, то есть меняются обстоятельства и так далее, и так далее, и так далее. Легкий переход у женщин в основном бывает, или они, если закрыты уже для слишком такого эмоционального контакта, или же они достаточно материально обеспечены. У мужчин то же самое приблизительно. Насколько мужчина обеспечен, настолько он легко переходит от одного к другому, пока, конечно же, не встретится тот партнер, с которым эмоционально все очень сильно. А что такое эмоционально очень сильно? Это когда есть или какие-то, так скажем, эмоции, которые тебя заставляют по-новому взглянуть на себя. Отношения никогда не про отношения. Отношения всегда это про нас самих, про то, как мы себя чувствуем, про то, какими мы хотим себя видеть, или же про то, как мы себя увидели, или что что заставляет ощущать. То есть
как-то человек на нас влияет. И это становится очень интересно, потому что чем человек на самом деле сознательно и морально выше, настолько на него подействовать становится сложнее. И поэтому для них это очень становится интересно, что вау, на меня кто-то смог подействовать. Это редкий случай, и поэтому застревание, оно становится более глубоким, болезненным. А если это уже случалось, то следующие отношения, они становятся не такими уж болезненными, уже как бы иммунитет работает. Почему здесь работает как иммунитет? Потому что человек достаточно хорошо начинает понимать, что все отношения на самом деле, ну нет, никто не может обещать, что отношения могут продолжаться всю жизнь. И сколько бы ни было обещано, если кому-то суждено раньше умереть, все равно другой останется один. То есть никто никому не может обещать это на 100%. И всегда человек должен на самом деле держать себя в тонусе и понимать, что жизнь с этим человеком может быть, а может и что-то случится, а может и прерваться. Поэтому не надо полностью себя отпускать и тем более отдавать в руки другому человеку. Это, то есть этот разговор не то, что против отношений, нет, это про то, что все отношения, опять же, на самом деле про нас самих. И поэтому самые удачные отношения считаются те отношения, в которых каждый день партнер выбирает другого партнера. Что это означает? Что люди меняются, например, ты меняешься, но ты даже сегодня, поменявшись, мне интересен. То есть я и дальше люблю тебя. Нет, я каждый день люблю тебя обновленного. Даже если ты меняешься, это для меня комфортно, это для меня приятно. Мне приятно любить и влюбляться в каждый раз твою новую версию. А в стандарте бывают отношения, что ты не такой, какой был раньше. Это те люди, которые или не меняются, или почувствовали определенную выгоду из этого человека и хотят, чтобы эта выгода продолжалась. Это неплохо, это нехорошо, это нормально, это то, что есть. То есть на это мы реагировать не будем. Но надо понимать, что человек меняется. И женщина меняется, и мужчина меняется. Иногда просто люди себе не разрешают меняться, чтобы что-то не потерять. А если одна сторона начинает меняться, конечно же, создаются проблемы. И еще один интересный момент. Люди друг другу интересны, пока им есть что друг другу рассказать, что передать, какие энергетические, скажем, действия, и материальные действия, и моральные действия. То есть есть действия, противодействие, энергообмен, пока есть что-то между вами, что может вот туда-сюда идти. Когда вы все про друг друга знаете, вместе что-то новое не делаете, в отношении что-то новое не привносите, или же у вас нет в жизни что-то интересного, что вы могли бы рассказать и поделиться и так далее, начинается, конечно же, не то чтобы деградация, нет, просто уже нечем обмениваться. А отношения — это именно про энергообмен. Близость — это энергообмен. Дружба тоже энергообмен, родители с ребенком тоже энергообмен. То есть, но на уровне партнеров это немножко другое качество энергии на самом деле, где ты можешь совсем на глубинном уровне обмениваться энергиями. И это самое, так скажем, качественное, глубокое может быть отношение, энергообмен, который тебя может возвышать в жизни и на энергетическом уровне, и на материальном, и на моральном, и на духовном, то есть на многих уровнях. Но в основном отношения строятся на том, чтобы они друг другу как бы помогают или материальным делам, или они там какие-то духовные по духовным темам. Люди на каком-то уровне соединяются и идут дальше. Но после того, как вы соединились, надо еще и расти. Не то чтобы надо, не обязательно, у каждого есть свой выбор. Мне очень вообще сложно говорить на какие-то темы, потому что всегда есть разная сторона истины. И поэтому что-то говорить и сказать, что вот это вот так, это очень сложно, потому что у каждого есть своя истина. Но хочу как-то вот хотя бы приблизительно
проговорить то, что мне видно, и если кому-то интересно, конечно же, он это послушает. Опять же, вот мы начали с Эмили, то, что она вот куда бы ни пошла, она все ведет с собой, ситуации приблизительно они идут, но когда она меняется, ситуация тоже начинает меняться. Что у нее меняется внутри в следующих отношениях, она уже как бы старается эту ошибку не делать. Насколько получается, это я уже не могу сказать, но в принципе, когда мы ищем настоящих отношениях, где есть настоящий я, настоящий ты, надо понимать, что и я меняюсь, и ты меняешься, и это нормально. Надо знакомиться друг с другом каждый раз, чтобы вы могли по-настоящему продолжать свой энергообмен, свои отношения каждый раз на новом уровне и более глубоко, и более на высоких вибрациях ощущать вот то, что тебя видят, и то, что ты можешь кого-то на самом деле реально увидеть. Это очень ценный опыт, потому что когда тебя видят, ты можешь лучше и качественно расти. И когда ты смотришь на другого в правильном контексте, то есть ты правильно смотришь на человека, он тоже начинает расти и становиться еще более сильным, светлым и так далее. То, как смотрим мы на любимых и как любимые смотрят на нас, очень сильно влияет на наше развитие и то, каким человеком мы становимся. Вот так. Хотела поделиться. А если вы хотите посмотреть на себя с правильной точки зрения, чтобы вы помогли себе расти, или же вам нужно преобразоваться в лучшую версию себя, почувствовать и начать ощущать более глубоко себя и свою жизнь, мы можем пройти с вами, так скажем, процесс трансформации, где и в процессе будет приятно, и в итоге будет приятно, и качество жизни тоже сможем улучшить. Пока!